Ночь белой луны. Автор Велзи читает Кэтвилд. Глава 7. Чимин нетерпеливо бежит по знакомой с детства дороге, поднимая босыми ногами клубы едкой пыли, которая забивается в нос и нещадно колет глаза. Под доносящиеся эхом звуки погребального колокола спешит домой, не замечая, что на его пути не встречаются ни редкие прохожие, ни ускользнувшие из чужих дворов сторожевые псы. Вся деревня погружена в траур. Это Омега понимает по плотно захлопнутым створкам окон и доносящемуся запаху поминальных пирогов, которые испек каждый, кто решил проститься с умершим. Сухо откашливаясь и зажимая рукавом белоснежной просторной рубахи лицо, Чимин останавливается напротив родных окон, занавешенных черным. «Дедушка!» — неверяще выдыхает Омега. Его голос дрожит, а бешено колотящееся в груди сердце сжимается из-за нахлынувшей тоски и скорби. Но ни одна слеза не успевает скатиться из увлажнившихся глаз. Дверь внезапно распахивается, и на крыльцо, тяжело опираясь на кривую палку, выходит седовласый старик. Он подслеповато осматривает двор воспаленными глазами и мелкими шажками отходит в сторону, чтобы не мешать другим выходящим из дома. «Дедушка!» — радостно взвизгивает Чимин и толкает ладонями послушно распахнувшуюся калитку. Он, запыхавшийся от быстрого бега, наспех вытирает подолом лицо, вымазывая рубаху струящимся потом и налипшей на него дорожной пылью. Счастливо улыбается всей собравшейся на крыльце семье, сурово сжавшему обескровленные губы отцу, папе, чьи волосы теперь испещрены седыми прядями, на дедушке и старшему брату, глаза которых опухли от слез. «Папа, что случилось?» Не дожидаясь ответа, Омега подходит ближе к спустившимся по ступеням родным, пытается заглянуть в скованные болью лица, но все они продолжают хранить молчание. Лишь отец крепко сжимает в своей руке чиминовскую ладонь и настойчиво тянет за собой. Они все вместе уходят со двора, ненадолго останавливаются, чтобы запереть калитку, и, продолжая путь, медленно бредут по улице. Омега видит, как из соседских домов выходят люди и молчаливо присоединяются к семье Пак, разделяя с ними неизвестное Чимину горе. Окруженный скорбящей толпой, тишину которой нарушает лишь судорожные всхлипы папы, Омега испуганно вертит головой. И когда процессия покидает деревню и направляется к березовой роще, он понимает, они идут на кладбище. «Отец, а кто умер?» — тихо шепчет Омега, но пожилой Альфа только сильнее сжимает губы и часто моргает сухими веками. Он уверенно ведет сына по узким заросшим травой тропам, пролегающим между ровными холмиками могил, не смотрит по сторонам, не оглядывается назад на отставшего супруга и старшего сына, который помогает идти внезапно начавшему задыхаться старику, и останавливается только у свежевырытой ямы, рядом с которой стоит гроб, пустой. «Отец, что это значит?» Омега непонимающе смотрит вокруг, когда отец выпускает его руку и отворачивается, чтобы обнять супруга, глухо воющего в прижатый к лицу платок. Окружившие люди придирчиво осматривают Чимина, деловито поправляют сбившуюся одежду и несколько раз проводят по растрепанным волосам гребнем. Омега растерянно принимает протянутый ему букетик из белых полевых цветов, послушно прижимает к своей груди, но когда его крепко хватают за локти и настойчиво тянут к гробу, он понимает. Сегодня вся деревня пришла на его похороны. «А я не умер!» Чимин отшвыривает прочь погребальный букет и пытается отбиться от чужих равнодушных рук. «Папа! Отец! Я не умер!» Проталкиваемый к гробу, Омега упирается в землю пятками и отчаянно крутит головой, пытаясь встретиться взглядом с безутешно плачущими родными.
но те не смотрят в его сторону. Чимин бешено кричит и вырывается, извивается всем телом, чтобы ударить, расцарапать, укусить плотно окруживших его людей. «Я живой!» — снова и снова вопит Омега, когда его укладывают спиной на жесткие доски. «Я не умер!» Чимин упирается ладонями в опускающуюся крышку, но навалившиеся сверху люди сильнее. Он истошно визжит в темноте и скребет по дереву пальцами, сдирая ногти и стирая кожу в кровь. Задыхается от слез и нехватки воздуха. Чувствуя, как его опускает глубоко в яму, и внезапно наступившую тишину нарушает лишь сухой стук сброшенных вниз комьев земли, что бьется о деревянную крышку гроба. Омега, громко всхлипывая, просыпается и испуганно дергается всем телом. Но крепко обхватившие руки оборотня не дают ему сесть. Намджун переворачивает на спину сжавшегося в комок Омегу и вытирает шершавой ладонью его влажное от слез и выступившего пота лицо. Успокаивающе поглаживает по волосам и с тревогой смотрит в лихорадочно блестящие глаза. «Тебе снова приснился кошмар», — не спрашивает, а утверждает Намджун. «Расскажи мне, что тебя беспокоит. Я все пойму и помогу избавиться от страха». Чимин тяжело вздыхает и поворачивается на бок, чтобы не видеть оборотня. Но тот укладывается рядом и обнимает, прижимая мужа спиной к своей горячей груди. Омега, вслушиваясь в размеренное дыхание Альфы и барабанящие по карнизу капли дождя, прикрывает глаза. С ночи белой луны прошло 40 дней. И завтра вся деревня будет поминать ушедших с оборотнями Омег, как умерших. Покручивая в перепачканных ягодным соком пальцах снятый с шеи амулет, Чимин свободной рукой отодвигает от себя корзину и ложится спиной на мягкий сухой мох. Смотрит на легкие обрывки белых облаков, что скользят по прорывающемуся сквозь высокие пики сосен лазурно-голубому небу, и недовольно морщится, когда успокаивающие многоголосие леса, состоящие из пения птах, быстрой дроби дятлов и журчание бегущего неподалеку родника, нарушают шаги и негромкий разговор двух омег. Тэхён вынимает из заплечного мешка вышитое полотенце, расстилает его на ближайшем пеньке и выкладывает на него заботливо приготовленные с утра пирожки с мясом и флягу с холодным компотом. «Ты чего такой грустный?» — интересуется Юнги, склоняясь над Чимином, и протягивает руку, помогая ему сесть. Не обращая внимания на угрюмый вид, усаживается рядом, с интересом поглядывает на амулет, который человек быстро прячет от чужого любопытного взгляда под свою корзину. Благодарно кивает головой, принимая из рук Тэхёна угощение и с аппетитом жуя пирожок, насмешливо продолжает. «Если уже успел не ту ягодку в рот засунуть и брюхо скрутило, то иди к Сакджину, он поможет». «О, мы уже знакомы с Сакджином», — радостно восклицает Тэхён и вкладывает в руку Чимина пирожок. «Ну еще бы вы с ним не познакомились», — фыркает Юнги. «Он единственный лекарь на всю общину, так что имейте в виду, если вдруг вы простынете, что-то не то сожрете или вам просто приспичит поныть и пожаловаться на тяжелую судьбу, Сакджин к вашим услугам. Он и вылечит, и выслушает, и чаем напоит, и до конца осени практически всегда свободен». На все услышанное Чимин лишь горько хмыкает. Не родился еще на свет тот оборотень, который сможет понять его горе и тоску. Разве поможет ему Сакджин найти дорогу домой, и какое лекарство в силе затянуть душевные раны? А что происходит с оборотнями в конце осени? Интересуется Тэхён и сразу озвучивает собственное предположение. Начинается сезон болезней? Каких еще болезней? Это вы, люди, хлипкие существа, а оборотни народ крепкий. Нас никакая хворь не берет. Юнги горделиво вскидывает голову, услышав, как прыскает от смеха Чимин. Обиженно пихает его локтем и объясняет. Осенью у оборотней омег начинается сезон течек.
и многие из них заканчиваются беременностями. Ну, у тех омег, которые хотят обзавестись потомством. «Раз в год, что ли?» — завистливо спрашивает Чимин. У него самого течки еще не было ни разу, но по рассказам более старших омег он уже знает, что у людей она проходит раза 3-4 в год и ничем хорошим не заканчивается. Пак хорошо помнит, как однажды его папа чуть не умер, когда после очередной течки пил специальные травы, помогающие предотвратить появление в их семье еще одного ребенка. Отец очень хотел сына Альфу, но точной гарантии им бы никто не дал, а желания растить еще одного омегу у родителей не было. И что значит, которые хотят обзавестись потомством? Вообще не у омег есть выбор, беременеть или нет? Конечно, есть, хлопает себя по коленям Юнги. Если бы не было, то мы с Хасоком уже трижды стали бы счастливыми родителями. До брачных боев оборотней у меня было 3 течки, и я все провел с моим Альфой. Вы чего так странно на меня смотрите? Оба омеги то ошарашенно переглядываются, не веря в услышанное, то с ужасом глядят на оборотня, который только что признался в своем непристойном прошлом. Чимина уже не удивляют достаток и доброжелательность общины. Легко быть милым и приветливым, если нечего делить. Но то, что рассказал Юнги, понять невозможно. Ты спал с Хасоком в то время, когда он не был твоим мужем? На всякий случай переспрашивает Чимин. Ты даже не был уверен, что вы в итоге станете супругами, но проводил с этим Альфой все течки? Угу, согласно кивает ей головой Юнги. А еще мы трахались во время гона Хасока. Ну, еще несколько раз, так от нечего делать. А если бы Хасок не выиграл в битве, подхватывает за другом Тэхён, что сказал бы твой муж, узнав, что ты не девственник? Не, кто? Издевательски интересуется оборотень и разочарованно качает головой. Вы оба лесным воздухом передышали, что ли? Кому нужна эта гребаная девственность и нафига ее сохранять, мучаясь от боли и желания? Течки, гоны. Такими нас создала природа, и мы не спорим с ней. Альфы помогают омегам, омеги альфам. Это нормально и естественно. А также помогает сблизиться и хорошо узнать друг друга. Главное, чтобы все было добровольно и не оставляло последствий в виде внебрачных волчат. Или вы думали, что ваши мужья ни разу в жизни на омег не залазили? Юнги громко хохочет, поражаясь наивности сидящих напротив. Уж поверьте мне, это не так. Чингук не только красавец, но еще очень жалостливый и отзывчивый. Никому в помощи не отказывал. А к нам Джуну во время его гона омеги только вдвоем решались. Юнги замолкает и непонимающе смотрит на Пака, который неожиданно пихает его в бок. Чимин старается сохранять спокойствие, но продолжать слушать оборотня уже нет никаких сил, хотя ему и абсолютно все равно, сколько омег приходило удовлетворять похотливого кобеля Намджуна. «Ну надо же, какая у вас, оказывается, веселая жизнь!» — рассерженно шипит Чимин. «Братство, взаимопомощь, дружеская поддержка. Так значит, мне уже надо начинать готовиться не только кормить чужих детей, но и чужих альф во время гона обслуживать. Так сказать, по-соседски». «Ну ты на соседей не засматривайся», — насмешливо фыркает в ответ Юнги, которого ярость человека только забавляет. «Ты теперь замужем и принадлежишь одному Намджуну. Все, о чем я рассказывал, позволено исключительно свободным оборотням. И лично к тебе никакого отношения не имеет. Можешь даже не мечтать. Или...» Мин сочувственно смотрит в злобно прищуренные глаза Пака. «Намджун тебя не удовлетворяет? Не переживай. Эту проблему легко решить. Иди к Сакджину. Он для твоего альфа такой травяной сбор составит, что будет стоять как у...» Юнги замолкает на полусловие, имитируя приступ кашля, и подозрительно вглядывается куда-то вдаль. «Заболтался я тут с вами», — бурчит под нос оборотень, поднимаясь с земли и стряхивая со штанов налипшие крошки. «Домой пора. Догоняйте!»
Тэхён тоскливо смотрит на уходящего и продолжающего недовольно ворчать Юнги и жалобно стонет. Чимин, он же сейчас шутил с нами. Мне неприятно думать, что Чунгук успел побывать в кроватях всех омек общины. Да какая нам разница, кого трахали наши альфы? Возмущенно отвечает Пак и резким движением руки стряхивает вцепившиеся в его рукав Тэхёновы пальцы. Нас под других альф не подкладывают, и на том спасибо. Пускай хоть вся община переебется во главе с Намджуном, плевать я на это хотел. А Юнге отдельная благодарность за советы. Надо будет и правда к Сакджину заглянуть. Пусть он для Намджуна такой чай состряпает, чтобы у того в штанах все отсохло. Ненавижу его, собаку. Чимин размашисто пинает валяющуюся у ног сухую ветку и, не оглядываясь, уходит за Юнги. Тэхён наспех засовывает обратно в мешок оставшиеся пирожки, почти пустую флягу и полотенце. Перекинув через плечо длинную лямку, подхватывает обе корзины и, крича ушедшим омегам подождать его, бежит следом. «Ненавижу Намджуна!» — снова злобно шепчет Чимин на ухо Тэхёну, когда они попрощались с Юнги и медленно пошли по улице к своим домам. Ненавижу его запах, вид и дебильную улыбку. Ненавижу всю общину и как они тут живут. Никогда я к этому не смогу привыкнуть, никогда. Ты уже узнал у Чунгука, в какой стороне наша деревня? Ты меня об этом каждый день спрашиваешь, укоризненно шепчет в ответ Тэхён. Потому что время уходит, а ты разговариваешь со своим альфой о чем угодно, но только не о самом главном. И как, по-твоему, я должен это узнать? Оправдывается Ким. Вот так запросто задать вопрос: послушай, любимый, а ты случайно не знаешь, в какую сторону мне нужно бежать, чтобы смыться от тебя обратно в свою деревню? Любимый? Чимин удивленно приподнимает брови. Ты называешь Чунгука любимым? Ну, тянет Тэхён, стыдливо пряча свои глаза. Мы же мужья. А в семье принято ласково называть друг друга. И кроме любимого ты больше ничего придумать не смог? Вот не надо придираться к словам. Ким скидывает голову и смотрит прямо в насмешливые чиминовские глаза. Чунгук добр ко мне, и я пытаюсь быть благодарным. Тебе тоже стоило бы получше присмотреться к Намджуну. Каждый раз, когда я слышу твои рассказы о муже и то, что говорит о нем Чунгук, у меня складывается впечатление, что вы обсуждаете со мной двух разных людей. Оборотней, повторяет Чимин. А какая разница? Большая, отчетливо выговаривает Пак. И в его сердце закрадывается нехорошее предчувствие. Они уже подошли к дому Чон, на ступеньках крыльца которого сидит хорошо знакомый Альфа. Судя по немного шевелящимся губам, Чунгук что-то тихо напевает, обстругивая коротким ножом длинную деревяшку. Но услышать его голос невозможно из-за визгов, носящихся по улице детей и волчат. Он не человек, а оборотень, зверь. Я все это знаю, Чимин, устало выдыхает Тэхён и мягко улыбается заметившему его мужу, который радостно машет рукой, но не подходит, не желая мешать разговору двух омег. Но когда Чунгук рядом, еще я понимаю, что если вдруг все получится, и мы сможем вернуться, то даже в родной деревне мне не будет так хорошо и спокойно, как в общине оборотней. Вяло махнув на прощание, Тэхён уходит в сторону крыльца, где его нетерпеливо поджидает поднявшаяся со ступенек Чунгук. Чимин видит, как Альфа забирает у Кима тяжелую корзинку с ягодами и, обняв свободной рукой за плечи, уводит в дом. «Дурак! Какой же ты дурак, Ким Тэхён!» — думает Пак всю оставшуюся недолгую дорогу. Он осторожно толкает входную дверь и к своему величайшему неудовольствию видит, что Намджун уже дома. Вольготно развалившийся в кресле Альфа пьет горячий чай, с интересом поглядывая в окно. Он чуть щурится от поднимающегося вверх пара,
жадно вдыхая исходящий от напитка аромат, и словно не замечает возвращения мужа. Чимин с громким стуком ставит у двери корзину и уходит к умывальнику. Долго плещет водой на раскрасневшееся лицо и оттирает едким мылом перепачканные соком черники пальцы. Насухо вытирает висящим рядом свежим полотенцем, незаметно поглядывая на Намджуна, и невесело размышляет, что пора накрывать к ужину стол, обслуживая оборотня. Омега продолжает верить, что сможет вернуться, и привычно тянется рукой к висящему на груди амулету, который он в лесу снял с шеи, спрятал от навязчивого юнги под корзину и благополучно забыл. Чимин шумно втягивает носом воздух и силой жмурится, чувствуя внезапное жжение в глазах. Сглатывает застрявшие в горле склизкие комы и поспешно отворачивается от внимательного взгляда повернувшегося в его сторону Намджуна. Омега нервно теребит пальцами ворот рубахи и кусает губы. Сам себя убеждает, что для расстройства нет никаких причин, и уже завтра утром он обязательно разыщет в лесу пропажу. Но глупая потеря последнего напоминания о родном доме и семье вызывает то, до чего не смогло довести Омегу ни похищение оборотнями, ни насильное замужество, ни ужас и безысходность ночей. Потеря амулета вызывает слезы. Чимин закрывает ладонями жалобно сморщенное лицо. Он крупно вздрагивает плечами и задерживает дыхание, пытаясь задушить в себе позорные рыдания. Но плачет лишь сильнее, когда, подчиняясь строгому требованию, сбивчиво объясняет встревоженному Намджуну случившееся горе. Альфа, утянувший Омегу на свои колени, растерянно гладит его по волосам и хмурит брови, стараясь сквозь громкие всхлипы и подвывания разобраться в причине безудержных слез. И когда ему это удается, облегченно хмыкает и сует в руки Омеге кружку с недопитым чаем. Он ставит Чимина на ноги и сам поднимается следом, чтобы уже в следующее мгновение усадить Омегу обратно в кресло. «Будь дома», — небрежно бросает Альфа и выходит за дверь. Он возвращается, когда успокоившийся Чимин мрачно допивает вторую кружку чая и протягивает забытый в лесу амулет. «Где ты его нашел?» Чимин быстро забирает из чужой ладони свою вещь и вешает на шею. Кожу холодит изрядно обслюнявленная шнуровка, и Омега понимает. Волк нес амулет в зубах. «Там, где ты потерял», — равнодушно отвечает оборотень. Глава 8. Стоя по колено в теплой воде реки, Чимин шумно полощет намыленную рубаху и, крепко отжав, метко закидывает в стоящую на берегу корзину. Выпрямляется с тихим вздохом и потирает ладонью ноющую поясницу. «Давай я достираю, если устал», — дружелюбно улыбается расположившийся рядом незнакомый оборотень, и, получив в ответ от человека лишь отрицательное мотание головой, предлагает: «Тогда можно скамеечку в воду поставить. Будет гораздо удобнее». Чимин внимательно смотрит на говорящего и отходит к сложенной на камне стопке мыльного, еще не до выплащенного белья. Если бы подобное он услышал в своей родной деревне, то ни на мгновение не сомневался, что брошенная фраза наполнена сарказмом и издевкой. Но в общении оборотней все совсем по-другому. Каждый не просто предлагает посильную помощь, но и вообще готов с радостью выполнить всю чужую работу целиком, оберегая более слабых людей. И Чимина жутко раздражает, что его считают хрупким и немощным созданием. Он с показной бодростью хватает и резко выдергивает очередную рубаху и случайно сбрасывает в воду всю подготовленную для полоскания груду вещей. С громким визгом стоящие рядом оборотни, вымачивая собственные штаны, бросаются вслед за медленно уплывающими по течению вещами. Звонко хохоча на перегонки вылавливают и аккуратно складывают на прежнее место, упущенное Паком. «Спасибо»,
— бубнит под нос Чимин, забирая последнюю тряпку из рук подошедшего Тэхёна. «Пожалуйста», — улыбается в ответ Ким и машет рукой в сторону берега. «Не хочешь немного отдохнуть? Посидим, поболтаем». Последнее слово Тэхён выговаривает особенно выразительно. И Чимин, поднимая ногами множество брызг, торопливо выходит из воды. «Ну, в общем, я поговорил с Чонгуком», — заговорщицки шепчет Ким. Едва они усаживаются рядом, и Пак, завороженный волнением друга, невольно подается вперед, ожидая, что тому наконец-то удалось узнать самое важное для них обоих. Тэхён, с трудом справляясь с собственным ликованием, выдерживает многообещающую паузу и сообщает. «Никакой толпы омек у моего мужа в прошлом не было». Чимин, обманутый ожиданиями, разочарованно стонет и заваливается на спину. Но Тэхён словно не замечает чужой досады и продолжает тараторить. В общении Альфа и Омеги действительно могут безбоязненно помогать друг другу. Но течки и гоны проходят очень редко. И поэтому у Чонгука был до меня только один Омега, который год назад вышел замуж. Вот. Чимин чуть поворачивает в сторону голову и ждет продолжения рассказа. Тэхён, практически светясь от счастья, непонимающе смотрит в ответ. «А дальше?» — интересуется Чимин. «Что еще тебе сказал Чонгук?» Еще он пообещал оторвать Юнги хвост, но я его убедил, что в этом нет никакой необходимости. «Да я не об этом», — недовольно морщится Пак. Спрашивать напрямую жутко неловко, ведь Омега привык, что друг, рассказывая о своем муже, также щедро делится раздобытой информацией о Намджуне, хоть Чимину совсем и не интересно. Но в этот раз Тэхён почему-то упрямо молчит. «Что рассказал тебе Чонгук о Намджуне?» «Он ничего не рассказал», — слишком быстро отвечает Ким, не выдерживая устремленного на него требовательного взгляда. Отворачивает лицо и обиженно мямлит. «Я что, так и буду тебе про него все докладывать? Вот вернется твой муж с охоты, сам с ним об этом и разговаривай». Чимин брезгливо морщится, теряя к беседе всякий интерес. Он нехотя садится и тоскливо смотрит на весело переговаривающихся за стиркой оборотней, отмечая в уме, что Юнги непривычно молчалив и серьезен. От ушедшей 6 дней назад на охоту стаи альф нет никаких новостей, и вся община с нетерпением ждет их скорого возвращения. Он волнуется за Хасока, ведь оборотни отлавливают очень крупную дичь и нередко бывают ранены. Шумно выдыхает на ухо Тэхён, замечая, на кого устремлен чиминовский взгляд. И еще скучает. Очень сильно. Он сам мне рассказывал об этом позавчера вечером, когда я зашел навестить его. Омега ерзает на месте, словно пытаясь сесть поудобнее, и нерешительно спрашивает. «А ты? Ты скучаешь по Намджуну?» Чимин презрительно фыркает и вновь ложится на спину. Скучает ли он? А почему он, собственно говоря, должен скучать? По обжигающему желтому взгляду, который неотрывно следит за каждым его шагом. По равнодушному молчанию оборотня и его сдержанным словам благодарности за ту заботу, которую Омега буквально выжимает из себя по капле, стараясь угодить ненавистному мужу. Или, может быть, по мерзким ночам, когда Альфа мучает тело и выкручивает душу, долго лаская и доводя мужа до пика нежеланного удовольствия. Нет, Чимин определенно поэтому не скучает. Жаль только, что с уходом Намджуна на охоту у Омеги прибавилось домашней работы. Теперь некому вечерами приносить в дом дрова и разжигать очаг. Никто не позаботился о запасе воды, а таскать с колодца огромные ведра Чимину очень тяжело, хоть он и продолжает упрямо отказываться от помощи соседей и Тэхёна. А еще в доме почему-то стали быстрее исчезать с полок продукты. При этом стирки в корзине белья неожиданно стало больше, и Чимин понимает, что эти домашние хлопоты Намджун хоть и частично тоже выполнял сам. Но самое обидное,
что никто не заваривает с утра ароматный чай, без которого Омега весь день чувствует себя разбитым. И дом, осиротевший без хозяина, внезапно потерял свой уют. А я не скучаю по Намджуну, но с ним мне спокойнее, чем без него, нехотя, но честно признается Чимин. Я ощущаю его силу и чувствую себя более защищенным. Когда Намджун рядом, мне нечего бояться. Никто не посмеет меня обидеть, даже если захочет это сделать. Но в то же время я понимаю, что если причинить боль захочет сам Намджун, то никто не попытается его остановить. Я же его муж, его собственность. И тебя от Чингука тоже никто не защитит. Все оборотни заодно. «Почему ты продолжаешь ждать какой-то подвох?» — обиженно тянет Ким. «Они милые и добрые. Правда, немного шумные и чрезмерно общительные. Но к этому легко привыкнуть». «Тэхён, осмотрись по сторонам!» — усталым голосом просит Чимин. И тот послушно, хоть и не понимая, чего именно от него хотят, оглядывается. Омега скользит взглядом по берегу, песчаная полоска которого очень скоро сменяется выжженной солнцем и стоптанной травой, постепенно перетекая в высокую густую зеленую поросль. Рассматривает кучку стоящих и игриво брызгающих друг друга теплой речной водой омег. Он даже на всякий случай высоко задирает голову и щурит глаза, но на ясном небе со слепляющим кругом солнца также не может найти ответ. «Оборотни каждый год забирает из деревень омег», — объясняет Чимин, когда Тэхён требовательно смотрит на него. «Ты видишь людей на берегу реки? Или, может быть, встречал хоть одного на улице? Вот и я не замечал», — обреченно выдыхает Пак, и глаза напротив округляются от ужаса. «Мы единственные люди в общине, Тэхён. А где все остальные? Не хочешь спросить об этом Чунгука?» «Не хочешь», — понимающе кивает Чимин, когда Ким быстро отворачивается. «Я тоже не хочу знать, какие еще сюрпризы подготовили оборотни и что нас ожидает в ближайшем будущем. Я просто хочу уйти. И раз уж у тебя сложились относительно доверительные отношения с Альфой, то спрошу». Чимин замолкает, не договорив фразу, замечая стремительно бегущего по берегу мальчишку. Все оборотни замирают, стихает их непрекращающаяся беседа. Они с тревогой дожидаются новостей, которые торопится сообщить запыхавшийся ребенок. «Охотники вернулись!» — звонко кричит мальчишка и, разворачиваясь, устремляется обратно в общину. Несколько оборотней визгливо вскрикивают и быстро выбираются на сушу. Отбросив невыполощенное тряпье, которое забирают те, кто остается на месте. Чимин изумленно смотрит вслед убегающим омегам, самым первым из которых, несмотря на кажущуюся тщедушность, несется Юнги, и недовольно дергает плечом, стараясь скинуть опустившуюся на него чужую ладонь. «Милый», заглядывая в глаза, осторожно напоминает незнакомый оборотень. «Намджун тоже охотник. Разве ты не хочешь увидеться с ним, встретить своего мужа?» «Я достираю и принесу твои вещи», — вскакивает на ноги Тэхён. Он протягивает руку, помогая Чимину встать, и тот, ловя на себе непонимающие взгляды, неторопливо бредет вдоль берега в общину, где его дожидается нелюбимый муж. Тревога наполняет сердце Чимина, когда он идет по широкой дороге общины. Наспех, завершая свои дела, выходит из домов омеги. Не скрывая ликования, стремительно пробегают альфы, обгоняя и игриво подпихивая в спину. Прикормленные соседские дети хватают за руки и нетерпеливо тянут Пака в сторону сердца поселения, безостановочно скуля, что если тот не торопится, то все самое вкусное съедят без него. Но, сталкиваясь с хмурым отказом, оставляют в покое, и напоследок шуганов, выглянувших из кустов куриц, уносится вперед. Чимин болезненно морщится, когда до него начинают доноситься все усиливающиеся пугающие звуки. И единственное, в чем уверен Омега,
Он не хочет даже находиться рядом с обезумевшими от счастья оборотнями. И уж тем более не желает участвовать во всем происходящем. Он плетется все медленнее, раздумывая, что еще не поздно развернуться и незаметно уйти домой, заняться приготовлением пищи или уборкой, и потом объяснять мужу свое отсутствие невозможностью бросить начатые дела, но не успевает. «Ты чего ползешь, как улитка?» — возмущается внезапно подскочивший Юнги. «Намджун брошенным щенком по поляне бегает, тебя ищет, а ты кур считаешь». «Ну не пошел бы ты!» — Чимин злобно сощуривает глаза. «Хасоку, пока он тоже тебя не потерял». «Не потеряет, я отпросился», — хохочет в ответ Мин, довольно облизывая вспухшие от поцелуев ярко-бордовые губы. Он крепко обхватывает ладонью чужое запястье и бежит, волоча едва поспевающего Омегу. Чимин, боясь упасть, быстро перебирает ногами и смотрит прямо перед собой, чтобы не запнуться о неровность дороги или случайно валяющийся на пути камень. Он не оглядывается и, не замечая ничего вокруг, когда Юнги с разбега вырывается в суетящуюся толпу и внезапно отпускает его руку. Звуки, цвета и запахи обрушиваются ледяной волной ужаса, и Чимин беспомощно округляет рот, забывая, как нужно дышать. Перед глазами разворачивается картина, происходящей на поляне безжалостной кровавой бойни. Стоящие на широких деревянных телегах альфы складывают в руки своих собратьев связанную извивающуюся дичь. Чингук подхватывает визжащего вепря, умело завязывает вокруг его задних копытец длинную веревку и перекидывает другой ее край через одну из толстых перекладин, на которых в день свадьбы были натянуты пестрые купола праздничных шатров. Тянет на себя, подвешивая истошно орущее животное вниз головой, закрепляет веревку и вновь убегает к вазам. Хасок ловко уворачивается от удара уже подвешенного, но по-прежнему сопротивляющегося пятнистого оленя и призывно машет рукой спешащему Юнги. Придерживая за рога голову животного, спарывает ногтями его открытое горло, и Омега подставляет подхлынувший поток крови принесенное ведро. Сакджин сильными руками сдирает шкуру с еще трепыхающейся туши кабана и чудом сохраняет спокойствие, когда в него с разбега врезается стайка волчат с окровавленными мордами, которые гоняют по поляне забавы ради отданного на растерзание ошалевшего от страха зайца. Стоящий рядом с лекарем Омега факелом опаляет сложенные в широкую лохань головы дичи, ласково убеждая нетерпеливо притоптывающих ногами детей чуть-чуть подождать. Визги вепрей, раскатистый смех оборотней, предсмертный рев животных, восторженные тявканье и рычание волчат. Все это оглушает Чимина, а воздух, пропитанный запахами крови, пота и шерсти, горячим свинцом заливает легкие. Перед глазами мелькают суетящиеся омеги. Альфы, чьи руки по локоть перепачканы липко алым, а дети с мерзким хрустом жуют отрезанные у кабанов и оленей опаленные уши, щедро предлагая поделиться лакомством с человеком. Блестит на солнце свежая плоть подвешенной туши, от которой Хасок небрежно отковыривает ногтями небольшой кусок и незамедлительно отправляет в рот. А сидящий на курточках у его ног Юнги, поддаваясь искушению, жадно зачерпывает ладонью собранное ведро кровь и подносит к своим губам. «Чимин!» Омега затравленно оглядывается и видит, как Намджун, кинув очередного зайца в толпу азартно щелкающих зубами волчат, широко улыбается и идет навстречу. Альфа протягивает к мужу руки и непонимающе хмурится, когда тот испуганно пятится назад. Чимин не сводит взгляда с чужих окровавленных пальцев и мотает головой, безмолвно запрещая прикасаться к себе. Отходит все дальше, шаг за шагом, оказываясь ближе к краю поляны. А когда желудок скручивает спазмом, резко разворачивается и убегает прочь. Он задерживает дыхание и, зажимая рукой рот, стремительно бежит к ближайшему кустарнику,
падает на колени и низко опускает голову, позволяя вырваться наружу съеденному накануне завтраку. Чимин рвет долго и мучительно, до слез и горькой желчи. Он отплевывается и жадно хватает глотки недостающего воздуха. Но все внутренности словно выкручиваются в жгут, и Омега снова и снова содрогается всем телом от очередного приступа рвоты. «Чимин, ты заболел? Мне позвать Сакджина?» Омега вяло отталкивает опустившуюся на его плечо ладонь Альфы и невнятно мычит, отказываясь показываться лекарю. Дрожащими руками стягивает с себя рубаху и вытирает мокрое лицо и рот, после чего отбрасывает испачканную слезами, соплями и желудочным соком ткань куда-то в сторону и слабо отбивается, когда Альфа обнимает за талию и прижимает к себе. «Ты уверен, что с тобой все в порядке?» — недоверчиво переспрашивает Намджун. «Уверен». Чимин с трудом ворочает языком. Он поднимает голову и пристально смотрит в чужие глаза. «Зачем вы поступаете так жестоко?» «О чем ты сейчас говоришь?» — непонимающе интересуется Альфа, чуть склоняя вправо голову. «Зачем вы устраиваете общую бойню? Почему не умерщвляете пойманных животных в лесу?» «А, ты об этом?» — Намджун улыбается краешком губ. «Потому что охота длится несколько дней, а вся дичь должна прибыть в общину свежей. Мы загоняем животных в ловушки и ямы, и в последний день собираем всех, кого удалось поймать. Чимин, пойми». Альфа кончиками пальцев осторожно убирает с бледного лица Омеги прилипшую челку. «Мы не можем ходить на охоту каждый день. Если зверье постоянно тревожить, то оно уйдет, и леса очень быстро опустеют. Мы охотимся раз в 1,5-2 месяца». Оборотень смотрит ласково и открыто, словно неразумному ребенку, терпеливо объясняет и мягко убеждает Омегу в своей правоте. Но тот продолжает прятать взгляд и до боли стискивает зажатый в кулаке амулет. Чимин не понимает и никогда не сможет принять. «Идем домой», — принимает решение Намджун и, не дожидаясь согласия, берет Омегу на руки. «Тебе нужно отдохнуть. Ночью будет праздник, и ты обязан на нем присутствовать». Чимин хочет ответить, что никуда он не пойдет, и после всего увиденного плевать ему хотелось на праздник, Намджуна и всю общину в целом. Но вовремя захлопывает рот и лишь обессиленно склоняет голову на чужое крепкое плечо. Они выходят из дома, когда черные, размытые ночной тьмой очертания мягко озаряются светом взошедшей на небо желтой, как глаза оборотня, луной. Опасаясь упасть, Чимин сильнее сжимает ладонь Альфы, переплетает с ним пальцы и чувствует несильное успокаивающее пожатие. Намджун делает глубокий вдох, и Омега с трудом давит себе ехидный смешок, внезапно понимая, что оборотень предпочел бы сейчас остаться дома, а не идти на праздник общины. Чимин пытается незаметно сглотнуть набежавшую слюну, когда до него доносится дразнящий аромат жареного на костре мяса. Весь день он не прикасался к предложенной мужем пище, сначала из-за приступов тошноты, потом из-за вредности, и сейчас пустой желудок противно и болезненно тянет от голода. Омега садится на жесткую скамью и нетерпеливо барабанит пальцами по столешнице, борясь с желанием немедленно схватить и засунуть в рот хоть что-нибудь съестное, игнорируя тот факт, что ни один из присутствующих не приступил к трапезе. Чимин оглядывается по сторонам. На поляне вновь натянутые шатры, а пролившиеся в этот день ручьи и брызги крови тщательно засыпаны свежим песком. Омега с удивлением замечает весело щебечущего с Чонгуком Тэхёна. Они оба сидят за дальними столами, и Чимин хоть не сразу, но понимает. Сегодняшний праздник посвящен охотникам, и именно поэтому Намджун, Хасок и много других альф и их мужья, имен которых Пак не знает, расположились за столом максимально близко стоящему к жертвенному алтарю.
Шумным треском горят расставленные по периметру факелы. На жарко пылающих углях исходят чудесным ароматом туши жирных кабанов. Столы щедро заставлены мисками, блюдами и кувшинами. Все это Чимину знакомо. Также проходил в общении день свадеб. Но сейчас он невольно сжимается и сутулит плечи. Поляну словно саваном накрыла тревожная тишина, нарушаемая лишь неторопливой беседой и непривычно сдержанных в проявлении эмоций оборотней. Омега пытается заглянуть в глаза Намджуну, силясь найти в непроницаемом желтом взгляде ответ или хотя бы утешение. Но тот, погруженный в невеселые мысли, хмурит брови и почему-то неотрывно смотрит на жертвенный алтарь. Не добившись успеха, Чимин старается встретиться взглядом с сидящим напротив Юнги, чьи губы зацелованы в кровь, а тонкая кожа шеи, виднеющихся в прорези ворота рубахи ключиц, покрыта багрово-синюшными отметинами. Точно так же разукрашен прижимающий к своей груди Омегу Хасок, и оба супруга, увлеченные непрекращающимися поцелуями, не замечают ничего вокруг. Чимину не нравится крепко сжавший губы Намджун. Не нравится Юнги, показательно жмущийся к своему Альфе. Но особенно сильно не нравится разнервничающийся Чунгук, который чуть ли не подпрыгивает на скамье, с трудом сдерживая собственное волнение. Разговоры, перешептывания и звуки поцелуев соскучившихся супругов смолкают, как только на песок поляны ступает вожак. Несколько сотен пар глаз почтительно следят за каждым жестом вставшего за алтарем пожилого Альфы. Вожак бережно оглаживает морщинистой ладонью ровную поверхность камня и чуть растягивает губы в улыбке. Сегодняшний праздник — ночь гордости. Мы все признательны и благодарны охотникам, что наши погреба вновь заполнены тушами дичи. Порывом ветра проносится по поляне зычный голос Альфы. Сегодняшний праздник — ночь памяти. Мы вспомним тех наших братьев, кто не сумел вернуться домой. Пожилой Альфа, приложив к груди ладонь, выдерживает недолгую паузу, и оборотни, повинуясь вожаку, склоняют в почтении головы. Сегодняшний праздник — ночь радости. На этот раз духи были к нам благосклонны, и охота прошла без потери тяжелых ран. Пришло время нам отблагодарить духов священной луны, оросим алтарь кровью принесенной жертвы. Царящая на поляне гробовая тишина взрывается одобрительным ревом, а вожак достает из-за широкого пояса длинный кинжал. Чимин, ища защиты, невольно вцепляется в руку Намджуна и с ужасом смотрит, как на вознесенном над алтарем тонком остром лезвии искрится серебром бледный свет луны. Он прижимается всем телом к мощному плечу Альфы, мысленно моля спрятать от чужих выискивающих глаз. Чимин боится напрасно. В эту ночь взор вожака останавливается не на нем, и Омега, заглушая вскрик, обеими ладонями зажимает себе рот, услышав: «Ты, Хюон, подойди ко мне!»